Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у меня на обзоре микрофон для подкастов, создания аудио и видеоконтента, для видеоконференций, для стримов. Он, мне кажется, подойдет для всего, и тут даже есть специальная надпись 4 в одном. Что это значит, я расскажу в обзоре. Вообще, это премиальное решение от 2E Gaming, модель называется Kuma Pro, и хоть сейчас прозвучало слово премиальное, не пугайтесь, потому что это не оверпрайс устройство. Прямо сейчас на момент записи видео его можно взять примерно за $100. Ну а что именно вас будет ждать в коробке и какой звук вы получите на выходе, смотрите, а вернее слушайте в этом обзоре. Итак, комплектация. Я был крайне приятно удивлен подходом компании к таким мелочам, потому что вот прямо с момента распаковки ты ощущаешь, что ты приобрел себе премиальное устройство. Здесь у нас в первую очередь есть инструкция и наклеечка, может кому нужно. Далее у нас есть кабель с USB Type-C на USB Type-A. USB Type-C это микрофон, а Type-A это у нас в компьютер или ноутбук. Далее у нас есть тренога и специальный винтик для того, чтобы закрепить после микрофон на треногу. Ну и, наконец, сам микрофон. Весит он солидный 640 грамм. По качеству сборки здесь абсолютно нет никаких вопросов. Он сделан практически полностью из металла. Снизу у нас здесь есть стандартная резьба 5,8 дюйма, чтобы его можно было закрепить или на треногу, которая в комплекте, или вы можете дополнительно докупить себе какую-либо стойку или пантограф. Из органов управления здесь у нас разместилось два колеса регулировки. Верхнее отвечает за микрофон. И, кстати, нажимая на него, вы можете включать и отключать запись. И это очень удобно, например, во время стрима или видеоконференции, когда нужно, чтобы вас никто не слышал. А нижняя отвечает за наушники, которые мы можем вставить вот сюда с помощью 3,5 мм джека. И с помощью наушников мы можем прослушать запись в реальном времени, причем без задержки. Единственная придирка, которая у меня есть, что эти оба колеса сделаны из пластика и имеют очень свободный ход. И хотелось бы здесь видеть или металл, или, может быть, если и пластик, то какой-то прорезиненный, потому что лично мне не нравится тактильное ощущение. Здесь у нас везде прохладный металл, все такое надежное, крепкое. А тут, добрый вечер, регулировка, как в старом магнитофоне. Конечно, это никак не влияет на качество записи, но я надеюсь, что в следующих версиях, возможно, это поправят. Что еще по органам управления? Я напомню, что это у нас микрофон 4 в одном, и вот почему. У него есть 4 режима, которые мы можем переключать с помощью вот этой кнопки сверху. И, кстати, вот здесь кнопку сделали нормальной, она прорезиненная, имеет тихий и мягкий ход. И она переключает диаграммы направленности. Что это такое? Простыми словами, диаграмма направленности – это трехмерное пространство возле нашего капсуля, где он наиболее чувствителен к звуку. Первый режим – это кардиоидная диаграмма. Зона спереди наиболее чувствительна. Микрофон без каких-либо обработок звучит вот таким образом. И сейчас я его специально повращаю, чтобы вы понимали, как вообще захватывается звук. То есть с задней стороны он не улавливает ни шумов, ни эхо, которое отбивается от стен. И как раз этот режим, он подойдет для стримов, для подкастов, когда нам нужно, чтобы улавливался только ваш голос и минимум посторонних шумов. Следующий режим – это двунаправленная диаграмма, или ее еще в народе называют восьмеркой, из-за того, как она схематично выглядит. Две зоны, спереди и сзади, одинаково чувствительны, но боковые стороны микрофона игнорируют абсолютно все, и это может быть актуально тогда, когда нужно писать одновременно два человека, например, интервью. И я сижу здесь, приглашенный воображаемый гость сидит напротив меня, камера бы в таком случае стояла бы где-то там, или, например, это вообще подкаст, и тогда микрофон качественно записывает и мой голос, и голос гостя. Но шумы будут минимальными, потому что по бокам микрофон их не улавливает. Следующий режим – это стерео, и он будет актуален тогда, когда нам нужно записать вокал, музыкальные инструменты, чтобы погрузить вашего зрителя в какую-то композицию. И последний режим – это круговая диаграмма, или всенаправленная она еще называется, когда все стороны одинаково чувствительны к звуку. Я могу вращать микрофон, и со всех сторон звук записывается одинаково. Например, можно микрофон поставить в центре во время видеоконференции или совещания какого-то, и тогда не важно, с какой стороны кто что будет говорить, микрофон будет все улавливать. Конечно, он будет тогда улавливать и весь шум, и эхо, но когда мы опять-таки говорим про создание контента, то включаем кардиоидную диаграмму, записываем, получаем качественную запись без посторонних шумов. Кстати, еще из преимуществ конкретно этой модели это то, что мы можем изменять уровень наклона нашего микрофона с помощью вот этого колесика.
Если мы записываем видео или какой-то подкаст, то можем сделать его вот под таким наклоном. А когда записываем интервью, то можем поставить микрофон строго вертикально. И еще я напомню, что во время записи мы можем регулировать громкость нашего микрофона. И в крайнем случае, при необходимости, мы можем его вообще выключить. И тогда загорятся красные светодиоды. Я еще хочу протестировать, хорошо ли справляются вот эти резиновые накладки с вибрациями, когда микрофон у нас стоит на столе. В любом случае, вот минимальные шумы есть, но они не сильно раздражают, а в крайнем случае можно докупить пантограф, повесить микрофон где-то на уровне нашего рта, и будет вообще хорошо. И еще я хочу продемонстрировать, будет ли отвлекать зрителя шум клавиатуры и мышки, когда мы говорим с вами про игровые стримы и баталии. Итак, у меня там какая-то баталия, я громко стучу по клавиатуре, и причем параллельно стараюсь общаться со зрителями, и лично мне кажется, что, ну понятно, шумы есть, но микрофон в принципе справляется хорошо. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. И, кстати, если вам не сложно, поставьте лайк, это очень помогает продвижению канала, если он вам полезный, конечно. И не забудьте подписаться на канал, здесь регулярно выходят интересные обзоры. Относительно характеристик микрофона. Частотный диапазон здесь от 30 Гц до 18 кГц. Сопротивление 32 Ома, а чувствительность минус 36 дБ. Максимальная громкость 130 дБ. Определенно порадовало, что для подключения не нужны никакие драйвера. Я просто вставил его в ноутбук и все работает. И еще мне понравилось вот это решение с Type-C кабелем. Здесь есть специальное отверстие в нашей стойке, и он не заламывается. И это вообще стандартный USB-C кабель, и если вы даже где-то этот потеряете, поломаете, не знаю, порежете или кошка его погрызет, то его можно смело заменить на любой другой, и все будет тоже хорошо работать. Без инструкции, просто посмотрев это видео, можно легко разобраться, как переключать режимы и что они означают. Это у нас кардиоидная диаграмма, и сразу понятно, с какой стороны микрофон улавливает звук. Это у нас двусторонняя, это стерео, ну и, конечно же, круговая диаграмма. Всегда можно понять, записывает микрофон или нет, потому что когда я нажму на кнопку выключения, то он будет гореть красным, то есть сейчас ничего не записывается. И, кстати, как вы уже могли заметить, здесь очень сочная RGB подсветка, и цвет светодиодов мы можем менять с вами с помощью кнопки, которая разместилась возле нашего Type-C кабеля. Здесь есть у нас розовый, есть такой лаймовый, светло-голубой и синий. Меняются как верхние 4 светодиода, так есть еще и внутри 5 светодиодов, которые создают вот это дополнительное свечение. Как по мне, за $100 это, наверное, лучшее решение на рынке. Не только из-за универсальности, но в принципе качеством звука я остался доволен. И для подкастов качество хорошее, и для создания видео-аудио контента он подойдет. И не нужно себе ломать голову, если вдруг нужно записать интервью, где брать второй микрофон. Надеюсь, что и видео вам было полезно или интересно, и я буду очень рад вашему лайку и подписке. Если остались вопросы, то буду рад помочь вам в комментариях. А с вами был, как всегда, Сева Приходько. Скоро увидимся.